Это новый Mercedes-Benz GLB. Сегодня покажу две версии, бензиновую и полностью электрическую. Разберем, чем они отличаются, по ощущениям, по технике и по цифрам. И по дизайну тоже. MG Line и Progressive. Посмотрим разницу. Проверим, насколько хорош GLB снаружи, внутри и в плане технологий. С Томасом авточувствов 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Начинаем с бензиновой версии в комплектации MG Line. Здесь спортивный акцент снизу, больше черных элементов. И вот сам бензиновый вариант. Открытая решетка для охлаждения. Внутри мелкие хромированные звезды Mercedes. Такой фирменный штрих. Оптика стоит выше. Полоса проходит по всей ширине блока. Можно заказать мультибим LED, матричные фары. Мы уже тестировали их ночью на Mercedes CLA. И знаете, работают отлично. Четко вырезают встречные машины. Эта машина в серебристом цвете, но есть и Clear Blue. Тот насыщенный синий, который часто называют томасовским. Здесь это уже электрическая версия, но такой синий доступен и для бензинки. У электромобиля передняя панель закрытая и в центре подсвеченные звезды. Оптика сверху остается такой же. А теперь комплектация Progressive. Комплектации можно комбинировать MG для электромобиля или Progressive для бензинки, как вам удобнее. В Progressive снизу больше хрома и меньше черных акцентов, если так можно сказать. И вот хороший момент для сравнения. У электрической версии передний багажник. Здесь двигатель, а сейчас профиль. Длина кузова здесь 4 метра 73 сантиметра. Это примерно на сантиметр больше, чем у Mercedes CLA. Платформа у них общая. Колеса от 18 до 20 дюймов – это максимальный размер. Дизайнов несколько, и этот вариант выглядит очень мощно. Аэродинамичный, но при этом, согласитесь, довольно эффектный. В комплектации Progressive или в базовой версии арки идут с обычными пластиковыми накладками. А вот в MG Line они окрашены в цвет кузова. Увидим чуть позже. И дальше классический силуэт GLB. Вы почти на длине Mercedes GLC. Но архитектура здесь другая. У бензиновой версии переднеприводная база, а у электромобиля задний привод или полный привод. Интересно, что при похожей длине салон у GLB ощутимо просторнее, чем у GLC. Поэтому его часто называют таким младшим GLS. И в этом есть смысл. Сзади полностью новый дизайн. Световая полоса идет вертикально, обходит кузов по периметру и возвращается назад. Можно заказать мелкие звезды Mercedes. Почему бы и нет? Смотрится аккуратно. В центре задний диффузор, он небольшой, даже немного забавно выглядит. И вот интересная деталь. В базовой версии без мультибим LED по центру остается разрыв. Похоже, что так конструктивно проще, хотя цельная полоса смотрелась бы логичнее. А в версиях с мультибим LED световая полоса идет уже без перерыва, полностью сквозная. GLB 250+, эта версия с самым большим запасом хода. Начнем с основных цифр. Для GLB доступны две батареи, как у CLA, 48 кВч или большая 85 кВч. Скорее всего, большинство выберет именно ее. GLB 250+, это задний привод, разгон до сотни 7,4 секунды. Есть и полноприводная версия GLB 350, она ускоряется до сотни за 5,5 секунды. Кстати, это примерно на полсекунды медленнее, чем у сопоставимой версии CLA с DVS. То есть у электрического GLB либо задний привод, либо полный, по одному электромотору на ось. Теперь зарядка. Разъем здесь. Для большой батареи зарядка с 10 до 80% занимает около 22 минут. Обычная зарядка 11 кВт или опциональный 20 кВт. И важная деталь, можно заказать опцию 400 вольт. Архитектура 800-вольтовая. И да, я бы рекомендовал взять эту опцию, чтобы спокойно заряжаться на любой станции. Для маленькой батареи время примерно такое же, около 20 минут до 80%. Пиковая мощность до 320 кВт для большой и до 200 кВт для меньшей. Теперь о запасе хода. Официальный WLTP 631 км. Но это оптимистичная цифра. Если посмотреть на расход у CLA и учесть, что у GLB более высокий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,28, то в реальности стоит ожидать около 400 км при спокойной езде по трассе. Переходим к версии с бензиновым двигателем. Перед нами GLB 220.
в комплектации AMG Line. Разгон до сотни меньше 8 секунд. Это версия с максимальной мощностью 211 лошадиных сил. Ожидаем, что набор двигателей будет таким же, как у CLA. Полный привод здесь подключаемый. Передняя ось базовая, задняя подключается по мере необходимости. Есть и версия чисто с передним приводом. AMG Line снова дает больше черных акцентов по нижней части кузова, выглядит чуть агрессивней. Разница в дизайне спереди, в решетке радиатора. А сзади отличия заметнее, если сравнивать Progressive и AMG. Профиль JLB выглядит очень вертикально. Такой силуэт выбран не случайно. Модель доступна как 5-местная или 7-местная. И позже мы подробно посмотрим на версию с третьим рядом. А здесь AMG Line Plus, черные корпуса зеркал, черный низ кузова и особые 20-дюймовые диски. Такой паучий дизайн. Очень массивный. Ну и как вам такой стиль? И теперь важный момент про комфорт. Мы знаем, что базовая подвеска у CLA получилась очень удачной. Базовая, без пневмы. Работает она там отлично, и думаю, здесь результат будет похожим. А вот адаптивная подвеска – это эксклюзив именно для JLB. Для CLA ее не предлагают. Но есть нюанс. Адаптивка доступна только с 20-дюймовыми колесами. Аргумент такой. На больших колесах меньше собственное демпфирование шины, и подвеска должна компенсировать это, чтобы комфорт оставался на том же уровне. И при этом сделать адаптивку опции для 18 или 19 дюймов нельзя. Решение, на мой взгляд, немного странное. Что думаете? Но главное, обе машины здесь стоят на 20-дюймовых колесах, значит, у них есть адаптивная подвеска. Сейчас перейдем к салону, он здесь подробно проработан. И покажу сразу две комплектации – Progressive и AMG. Кстати, напишите в комментариях, вы больше за электромобиль или все-таки за классический двигатель. Но перед интерьером нужно коротко вернуться под капот. Ранее я уже говорил, здесь версия на 211 лошадиных сил. Будут и варианты послабее. Открываем капот. Вот так. Это 1,5-литровый турбомотор, мягкий гибрид. Машина может ехать с легкой электрической поддержкой, например, накатом. Это помогает немного экономить топливо. Через пару дней мы еще поедем на CLA с таким же мягким гибридом. Там сможете посмотреть, как он ведет себя в движении. И вот хороший момент для сравнения. Здесь двигатель, а у электрической версии передний багажник. Снова открываем. Передний багажник здесь очень вместительный. Посмотрите на это. Снизу даже мягкая отделка. Красиво. Эх. Видно, что мотора нет. Поэтому и нет классического кожуха. Но за счет этого пространства огромное. Мы снимали и другую машину, 7-местную. Выглядит эффектно. И здесь же видно полноценную шумоизоляцию кузова для версии с ДВС. Ну и небольшой тест. Ставим сюда дорожный чемодан. Да, помещается. Забавно, но факт. Добро пожаловать в новый кокпит Mercedes JLB. Он общий с Mercedes CLA. Центральный экран, приборы и опциональный экран для пассажира. Если экран не установлен, эта зона оформлена черной панелью с узором из маленьких звезд Mercedes. Дефлекторы в стиле турбин, очень крупные, с подсветкой. Бардачок маленький, но закрывается приятно. Сиденья здесь отделаны Artico, фирменной искусственной кожей. И у Progressive, и у спортивных сидений центральная часть одинаковая. Разница в боковой поддержке и в подголовнике. Здесь он отдельный и регулируется вперед-назад и по высоте. В базовых сиденьях внутри будет ткань, а снаружи кожзам. В спортивной версии появится микрофибра. И да, доступна и натуральная кожа как опция. При моем росте 1,89 м запас под голове остается. Панорамная крыша здесь всегда фиксированная, так устроены комплектации.
В версии Progressive стоит стандартный руль, и главное, вернулись физические колесики. Mercedes называет их rocker и roller. Rock-and-roll. Слева круиз-контроль, справа громкость. Диапазон регулировок руля большой. Вверх-вниз, ближе и дальше. Очень удобно. У AMG Line руль другой. Скоро покажу. Этот светлый вариант опция. Не всем он нужен, но можно выбрать. Первое ощущение от посадки. Хотелось бы чуть глубже опору под бедра, но в сравнении с CLA здесь намного комфортнее. Посадка вертикальнее, места для ног больше, и на сиденье меньше давления. Это типичная разница между кроссовером и седаном на одной платформе. Мы уже видели такое у других брендов. И здесь JLB действительно выигрывает в удобстве. Переходим к центральной консоли. Декор может быть разным, здесь отделка под алюминий. Индукционная зарядка, вот она. Площадка даже немного вентилируемая, видно под резиновой накладкой. Здесь есть небольшой проем. Можно вывести кабель вниз и подключить телефон к двум USB-C. Один порт дает до 100 Вт, общая мощность 120 Вт, то есть либо 1 на 100, либо 2 по 60. Так устроена логика питания. Подстаканники адаптивные, но, честно говоря, не все бутылки держат достаточно плотно. Раздельный подлокотник мягкий, и под ним есть дополнительное место для вещей. Вообще, центральная консоль почти такая же, как у CLA. Дефлекторы здесь тоже регулируются вручную и щелкают приятно. Про мультимедиа расскажу чуть позже. Но уже сейчас климат можно настроить прямо здесь, если не хочется делать это голосом. Подогрев сидений и подогрев руля в верхнем уровне меню. В верхнем уровне меню. Иногда это не самое очевидное решение, но оформление очень аккуратное. Панель управления полностью горизонтальная. Если хотите пассажирский дисплей, он здесь становится опцией. Переключение передачи вот этим рычажком. Двигатель или электромотор запускается кнопкой Start-Stop. Дальше выбираем D или R. И вот камера заднего вида. Есть и обзор 360 градусов. Качество хорошее, несмотря на то, что сейчас снимаем против солнца. Нажимаем кнопку еще раз, и машина выключается. Переходим к интерьеру AMG Line. И, кстати, если вы еще не подписаны, можно сделать это прямо сейчас. Так вы не пропустите новые обзоры. И лайк с комментарием всегда помогает каналу. Теперь дверь. Когда открываешь машину, ручки уезжают наружу или убираются обратно. Есть функция автоматического подведения, подходишь и ручка выходит к тебе. И при этом это настоящая механическая ручка. Я уже рассказывал историю. Китайский рынок когда-то требовал такие решения. Потом стал отказываться из-за вопросов безопасности. Немецкие бренды говорят, что их ручки все равно выдвигаются в аварийной ситуации. Здесь же можно открыть дверь вручную, даже когда все закрыто вровень с кузовом. Внутри отделка приятная, качественный кожзам, мягкие панели. Еще мягче вот эта белая вставка. Это опциональная тема оформления. Можно сделать весь салон темным. Регулировки сидений на двери. И да, органы управления снова подвижные. Вернулись к классической схеме. Но кнопки подогрева сидений здесь нет. Подогрев руля тоже завезли в меню. Раньше кнопки были прямо на двери, привычней. А вот и спорное решение — 2 клавиши стеклоподъемников. Как и в CLA. Кто-то считает, что так меньше шанс нажать не то окно. Сначала нажимаешь задний, а потом управляешь. Но все же на Mercedes многие ждут 4 кнопки. Нижняя часть дверной карты — жесткий пластик. Порог с фирменной накладкой Mercedes — это AMG Line. Руль двухспицевый, немного спортивней, намного спортивней. С боков перфорация.
Материал без натуральной кожи появится чуть позже. Но конкретно здесь руль еще не в этой версии. А вот сиденье полностью без животной кожи – это один из самых удачных вариантов. Микрофибра микрокат и кожа там снаружи. Центральная часть такая же, как у Progressive, а боковые валики у спортсидений заметно плотнее. Подголовник тоже регулируется вперед-назад. С точки зрения дизайна, это самое эффектное сиденье в линейке. Садимся внутрь. По комфорту я бы сказал так. Хотелось бы чуть глубже опору под бедра. Спорт-сиденье плотнее. Лия любит такую поддержку. Я предпочитаю более свободную посадку. Но микрофибра здесь действительно ощущается премиально, и это плюс. И снова вертикальная посадка в JLB улучшает общий комфорт. В сравнении с CLA. Салон просторнее и сидишь заметно удобнее. Интерьер MG Line немного темнее, но стиль у него более холодный, такой немного спортивный акцент. Здесь установлен пакет Sky Control, в панорамной крыше подсвечены звезды, и можно менять, как выглядит цифровая шторка. На пропускание света это не влияет, тепло в салон проходит одинаково. Это чисто визуальный эффект, такая небольшая игрушка интерфейса, от полностью прозрачного до условно закрытого. Работает быстро. Нужен ли такой функционал? Не обязательно. Опция для тех, кто хочет немного больше атмосферы. И вот вопрос. Вы бы выбрали MG Line, Progressive или более светлую атмосферу в салоне? Здесь также стоит аудиосистема Burmester. Отличная вещь. Особенно для акустической музыки и для чистых вокальных треков. С электронными жанрами поп, клубная музыка есть нюансы. Философия Burmester – максимально честное, кристально чистое звучание. Некоторые другие системы могут подчеркивать бас или добавлять насыщенности. А Burmester стремится передать звук как есть. Но я нашел хороший способ настроить ее под современную музыку. Заходим в настройки и выбираем режим Intense. Для поп-электронных треков он звучит полнее, а режим Pure лучше подходит для классики, акустики, гитары и голоса. Вот так выглядит рабочее место водителя. Снова видим физические органы управления, они здесь настоящие, удобные. Цифровая приборная панель такая. Есть тахометр, отображаются текущие обороты, и часть элемента все еще физическая. Можно переключать режимы вот здесь. Встроенная навигация Mercedes работает прямо в приборке. Но можно вывести и Waze, и Apple Maps, и Google Maps через Android Auto. Тогда карты будут отображаться здесь же, как отдельный блок проекции в главном пакете мультимедиа. Есть момент по обзору. Как и в CLA, верхняя часть панели чуть-чуть закрывается рулем, если вытянуть колонку на максимум. Некоторые символы видно не полностью. Например, значок подогрева руля. Подогрев сидений тоже расположен в меню второго уровня. Чтобы включить, нужно сначала зайти в основное меню, и это не самое простое действие на ходу. Тоже касается и климата. Мне это кажется слишком сложным, поэтому я чаще просто оставляю 22 градуса и не трогаю настройки. Тема оформления интерфейса приятной, красивые цвета. Лия такие любит, особенно в зимнем настроении. Мы сегодня все мерзнем. Минус 5,5, скоро будет минус 12, очень холодно. Можно выбрать разные цветовые схемы. Есть готовые атмосферные стили, меняют всю подсветку сразу. Или можно выбрать индивидуальный вариант. Лия, например, выбирает Venice Pink. И подсветка дефлектора тоже подстраивается. Смотрится классно. Вот здесь появился новый элемент. Раньше была только кнопка для отключения европейского предупреждения скорости,
Теперь можно быстро отключить Attention Assist, это нововведение. Интересно, что вы об этом думаете. Единственный минус, у звукового предупреждения теперь 2 уровня, но надо нажимать чуть больше. Переходим на второй ряд. Отделка двери сверху мягкая, ниже светлый акцент, если вам нравится такой стиль. Внутренняя часть – жесткий пластик, изофикс с внешних сторон сиденья. Это 5-местная версия, позже покажу 7-местную. Но даже здесь можно заказать сдвижную заднюю скамью и регулировку угла спинки. При моем росте 1,89 м запас по голове остается. Панорамная крыша здесь всегда фиксированная. Опционально можно добавить цифровую шторку и звездный рисунок на потолке. Если сесть за собой, колени размещаются нормально. По пространству все в порядке. Пол полностью ровный и у электромобиля, и у версии с ДВС. В CLA, например, у бензинки есть углубления под ноги, а здесь их нет, все ровно. 2 USB-C сзади. Посадка на втором ряду тоже вертикальная. Это помогает использовать пространство намного эффективнее. И по ощущениям второй ряд здесь удобнее, чем в CLA седане. Сидишь довольно высоко. Видно сразу, для детей это плюс. Обзор лучше и детское кресло ставить проще. А вот забавный момент. Высокий пассажир сзади сидит даже выше, чем спереди. Это дает представление о том, как здесь распределено пространство. Переходим к багажнику. 5-местная версия, объем 480 литров. Кстати, машина может буксировать до 2 тонн. И сюда можно установить фирменное крепление. Например, для перевозки электровелосипедов. Это удобная альтернатива. Поэтому в обзоре я просто уберу ее на секунду. Итак, ширина проема примерно 1 метр. Длина до спинки второго ряда около 95 сантиметров. В 5-местной конфигурации есть дополнительная ниша под полом. Поэтому объем здесь больше, чем в 7-местной версии, к ней вернемся позже. Высота проема примерно 73 сантиметра, очень удобная. Боковые вырезы тоже сделаны грамотно. Так что доступ ко второму и при необходимости к третьему ряду стал заметно проще. Полная длина погрузки около 1 метра, 80 сантиметров. Так что JLB отлично подходит для перевозки крупного багажа. Очень практичная машина. Теперь коротко о версии с 7 местами. Сдвижная задняя скамья здесь идет в базе. Для 5-местной версии она доступна как опция. Если у вас стандартная 5-местная конфигурация без сдвижной скамьи, на втором ряду будет примерно на 1 см больше места для ног. Разница минимальная, она ровно на толщину направляющей, так что жить с этим точно можно. Даже в 7-местной версии, когда скамья стоит в заднем положении, места все еще достаточно. Теперь сдвигаю ее вперед, так, чтобы теоретически можно было сидеть здесь самому. Угол наклона спинки тоже регулируется. И вот что улучшили. Проем для доступа ко второму и особенно к третьему ряду стали глубже, а механизм сдвига работает легче. Проход все равно остается тесным, но теперь хотя бы можно пройти без акробатики. Пробуем забраться, AJ недавно справился. Но мне с длинными ногами это дается сложнее. Если переднее сиденье настроено под меня, влезть сюда уже почти нереально. Так что третий ряд не для взрослых. По высоте тоже плотновато, приходится слегка пригибаться. Это зона для детей. Поездки на тренировки, кружки, что-то такое. Но тут есть изофикс. На третьем ряду тоже. По американским нормам подголовники должны быть цельными, без вырезов, как элемент безопасности при ударе. Теперь по багажнику.
Мы уже помним цифры: 540 литров у пятиместной версии, 480 литров у семиместной. И даже с поднятым третьим рядом сюда помещается дорожный чемодан. Ширина и длина проема не меняются, теряется только высота. Можно сложить третий ряд, потянуть за ремешок, чуть сдвинуть второй ряд вперед, и получается грузовой режим. Или вернуть все назад для максимального пространства во втором ряду. Внизу тоже есть небольшой отсек, но именно здесь видно, что высота багажника уменьшилась. Поэтому и литровая цифра стала меньше. Напишите в комментариях, какой вариант вы бы выбрали, пятиместный или семиместный. Цена на электрическую версию стартует примерно с 59 тысяч евро. Если выбрать максимум опций, 20-дюймовые колеса и все возможное оснащение, стоимость может приблизиться к 80 тысячам евро, даже для GLB. Бензиновая версия будет дешевле примерно на 4-8 тысяч евро, если ориентироваться на разницу между аналогичными CLA. Но здесь все зависит от рынка. В одних странах бензиновая версия выходит выгоднее по прайсу, в других за счет налогов как раз электрическая модель может оказаться дешевле. Некоторые рынки действительно сильно облагают налогом автомобили с ДВС. Так что успех каждой модификации будет зависеть от налоговой системы конкретной страны. В Германии, например, электромобили имеют налоговые льготы. И даже если у них выше цена в прайсе, в лизинге или корпоративном использовании ежемесячный платеж может быть ниже. А вот для частного владельца бензиновая версия иногда выглядит логичней. Интересно, что Mercedes предлагает обе версии под разные рынки и разные нужды. Если говорить про дизайн, то здесь вертикальный силуэт работает лучше. Раздельные блоки фар и решетка смотрятся гармоничнее, чем на CLA, честно скажу. У GLB это выглядит естественней. Так что обновление получилось современным, но при этом он сохранил свои базовые черты, тот самый прямой силуэт, тот самый младший GLS. В салоне тоже есть улучшения. Проще попасть на второй и третий ряд. В целом пространство стало больше, это ощущается. Что можно доработать? Как и в CLA, чуть глубже опору под бедра, но при этом GLB в целом удобнее, потому что посадка здесь вертикальнее. Сидишь расслабленнее, меньше нагрузки на тазовую опору. И хотя сами сиденья такие же, как в CLA, комфорт здесь выше, именно за счет посадки. По аэродинамике у электрической версии коэффициент 0,28. Он против ветра стоит заметней. И это уже влияет на расход. У бензиновой версии такой фактор почти не играет роли. В целом GLB получился очень практичным семейным автомобилем. GLC, конечно, дает более роскошную поездку, но по внутреннему пространству он уступает GLB, и это интересное наблюдение. Какой вариант выбрали бы вы? Электромобиль или бензиновую версию? MG Line или Progressive? Пишите в комментариях. И обязательно посмотрите сравнение CLA или, если хочется большего комфорта, обзор Mercedes GLC.